Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим типы данных, с которыми можно работать в GraphMag Inf 2D, а также процесс загрузки и сохранения данных. Начнем с создания пустого проекта. При создании пустого проекта программа предлагает нам выставить размеры окна, но их в дальнейшем можно будет поменять, поэтому мы оставим их по умолчанию. Загрузка и сохранение данных в программе осуществляется либо через меню «Файл», либо через дерево проекта. Удаление данных осуществляется либо через меню «Редактировать, удалить», либо также через дерево проекта. Рассмотрим загрузку данных через дерево проекта и начнем с сеточных моделей. Сеточные модели – это разрезы, разбитые на множество ячеек прямоугольной формы и одинакового размера. Сеточные модели включают в себя плотностную модель, для которой можно решать прямую и обратную задачу гравиразведки, магнитную модель, распределение модуля намагниченности, распределение наклонения и склонения. И эти три модели используются для решения прямой и обратной задачи магниторазведки. Также сеточные модели включают в себя модели скоростей продольных и поперечных волн, которые могут использоваться для конвертации в плотностную модель. И также плотностная модель может конвертироваться в скоростные модели. И также сеточные модели включают в себя регуляризатор, который используется для регулирования процесса автоматического подбора сеточных моделей. Об этом мы более подробно будем говорить в следующих видео. Сеточные модели можно загружать из файлов различных форматов. Список форматов указан в инструкции к программе. Основные два формата – это grid и segway. Для того, чтобы загрузить плотностную модель, мы нажимаем по ней правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Открыть». Далее указываем путь к файлу, из которого загружается модель. Модель автоматически визуализируется и также автоматически подстраиваются размеры окна под нее. Отмечу, что в программе расстояние измеряется в метрах, и вертикальная ось направлена вниз, то есть по вертикали откладываются глубины. Если вы импортируете разрез, в котором по вертикали откладываются абсолютные отметки, то есть вертикальная ось направлена вверх, то его можно инвертировать. Для этого необходимо зайти в меню «Редактировать грид» и выбрать пункт «Отразить по вертикали». Вот, можно увидеть, что вертикальные отметки развернулись, и сам грид тоже развернулся. Аналогично можно вернуть его к исходному состоянию. Таким же образом можно загрузить распределение намагниченности. Можно заметить, что вместе с намагниченностью в проекте появились сеточные модели наклонения и склонения, которые по умолчанию заполнились наклонением и склонением нормального поля. В нижней части окна можно увидеть, что наклонение нормального поля 90 градусов, склонение 0 градусов. И при визуализации сеточных моделей наклонения и склонения мы увидим те же самые значения. Под курсором мыши сейчас можно увидеть, что наклонение равно 90 градусов и склонение 0 градусов. Можно также заметить, что количество ячеек модели намагниченности не совпадает с плотностью, то есть на это в программе ограничений нет, но, конечно же, сеточные модели намагниченности, наклонения и склонения должны иметь одинаковое количество ячеек и одинаковые параметры разбиения. Такое же ограничение накладывается на распределение скоростей продольных и поперечных волн, то есть если вы работаете и с тем, и с другим типом скоростей, то вы должны работать с сеточными моделями, имеющими одинаковое количество ячеек и одинаковые координаты. Движемся дальше. Следующий элемент в дереве проекта – это разрезы. Разрезы – это сущность, которая идентична сеточным моделям. Разрезы могут использоваться для загрузки данных, которые не попадают в категории, указанных в сеточных моделях, а также для хранения промежуточных этапов моделирования. То есть, например, текущую плотностную модель можно добавить в разрезы, и при последующих редактированиях плотностной модели вы сможете вернуться к исходной плотностной модели, задав ее как плотность. Количество разрезов в программе не ограничено, то есть вы можете сколько угодно файлов и моделей загружать в разрезы. Для загрузки разреза из файла необходимо нажать правой кнопкой мыши по разрезам и также указать путь к файлу. Разрезы импортируются из файлов такого же формата, как и сеточные модели. Для того, чтобы визуализировать
определенный разрез нужно, по нему левой кнопкой мыши 2 раза нажать в дереве проекта. Следующий пункт в дереве проекта – это блоки. Блоки – это элементы блочной модели. Напомню, что в программе можно работать с двумя типами моделей. Это сеточные модели, разбитые на прямоугольные ячейки, и блочные модели. В данном случае разрез разбивается на множество блоков произвольной формы, и в каждом блоке задается константное значение плотности и намагниченности. При этом блоки могут быть изолированными, то есть между ними могут быть пустоты, и вы можете работать с изолированными телами. Блоки можно импортировать также из файлов различных форматов, и в этом видео рассмотрим два основных формата. Это формат GraphMacInf 2D, текстовый файл, который содержит информацию о блоках в следующем виде. Под каждый блок отводится 5 строк. Первая строка содержит название блока. Далее идут 2 строки с координатами. Первая строка – это координаты вершин блока по оси x в метрах, и далее идет координаты вершин блока по оси z в метрах, то есть глубины в метрах. В программе блоки строятся в виде изолированных тел, то есть замкнутых полигонов, и когда вы создаете текстовый файл, не нужно последнюю координату задавать совпадающую с первой, то есть программа автоматически добавит последнюю вершину, которая будет совпадать с первой. Далее указывается значение плотности в граммах на сантиметр в кубе. И, наконец, в последней строке для блока указывается информация о намагниченности. Первое число – это модуль индуцированной намагниченности в амперах на метр. Далее идет модуль остаточной намагниченности в амперах на метр. Далее указывается величина наклонение остаточной намагниченности в градусах, и последнее число – это величина склонения остаточной намагниченности в градусах. Все эти строки далее повторяются для каждого блока или полигона. Для того, чтобы импортировать блочную модель из такого файла, необходимо правой кнопкой мыши нажать по блокам и выбрать пункт «Открыть». Переключимся на блочную модель и видим, что действительно блоки импортировались в проект, и теперь у нас есть 3 блока. Также можем проверить свойства блоков через дерево проекта и увидим, что действительно плотность 1 грамм на сантиметр в кубе, индуцированная намагниченность 1 ампер на метр, остаточная намагниченность 0,1 ампер на метр, склонение остаточной намагниченности 80 градусов и наклонение 10 градусов. Аналогично можно проверить параметры остальных блоков. Также блоки можно импортировать из файла с границами. Для этого удалим те блоки, которые уже имеются. Файл с границами – это текстовая таблица, имеющая следующую структуру. Под каждую границу отводится 2 столбца. Один столбец с расстоянием по профилю, то есть с пикетом в метрах, и второй столбец – это глубина границы на данном пикете. Границы могут иметь разные горизонтальные координаты, то есть разные параметры разбиения. И первая строка обязательно заголовочная, то есть каждый столбец должен иметь свой заголовок. Наименование заголовков произвольные. Для того, чтобы импортировать из такого файла блочную модель, мы выбираем правой кнопкой мыши блоки и нажимаем «Импорт горизонтов». Далее выбираем файл с границами. При загрузке такого файла программа спрашивает нас, нужно ли интерполировать границы. Это нужно для тех случаев, когда вы импортируете, например, очень детальные границы, но вы хотите редактировать вручную блочную модель, и когда у блоков большое количество вершин, их редакция может быть неудобной. Либо наоборот, если у вас очень сильно прореженные границы, а вы хотите детализировать их, вы можете опять же использовать интерполяцию. Если мы соглашаемся с интерполяцией границ, то необходимо указать минимальное и максимальное расстояние по профилю, на которых будут заданы вершины, а также шаг между вершинами по горизонтали. И, наконец, необходимо указать отметку, глубину нижней кромки последнего слоя. В данном случае укажем 5000 метров. Вот можем увидеть, что создалось 3 слоя. У нас было 2 границы, поэтому появилось 3 слоя.
точки по горизонтали идут с шагом 1000 метров, и можно также увидеть, что нижний слой продлился до глубины 5000 метров. Движемся дальше. Следующий элемент в дереве проекта – это рельеф. Рельеф можно импортировать из текстового файла, состоящего из двух столбцов: расстояние по профилю и глубина. То есть напомню, что вертикальная ось направлена вниз, поэтому при импорте рельефа необходимо этот момент учитывать. То есть значениям выше нулевой отметки должны соответствовать отрицательные значения. Все величины здесь указываются в метрах, и первая строка также обязательно заголовочная, при этом в ней может быть указана абсолютно произвольная информация, то есть можно написать некоторое сообщение, которое может понадобиться в будущем при открытии этих файлов. Откроем рельеф из текстового файла. Рельеф автоматически визуализируется в виде зеленых точек. Если произошла ошибка со знаком в отметках рельефа, его можно инвертировать в проекте, то есть нажимаем правой кнопкой мыши по рельефу и выбираем пункт «Инвертировать». И все отметки домножатся на минус единицу, и рельеф развернется. Далее в дереве проекта располагаются поля, разбитые на два блока – гравитационное и магнитное поле. Гравитационное и магнитное наблюденное поле можно импортировать из текстового файла, имеющего абсолютно ту же структуру, что и файл с рельефом. То есть это два столбца, расстояние по профилю и величина аномалии гравитационного поля в миллигаллах или величина аномального магнитного поля в нанотеслах. Первая строка также заголовочная. Нажимаем правой кнопкой мыши по наблюденному гравитационному полю и импортируем его из файла. И оно автоматически визуализируется в окне с графиком для гравитационного поля. Также можно импортировать наблюденное магнитное поле. Импортируем компоненту ΔT. При импорте магнитного поля также программа предлагает выставить параметры нормального поля. Их можно выставлять сейчас, можно выставить позже с помощью соответствующего пункта в меню. Также можно поменять параметры нормального поля. Следующий элемент в дереве проекта – это карты. В программу можно загрузить площадные карты для их визуализации и анализа. Карты открываются из grid-файлов, при этом можно импортировать сразу несколько карт. При двойном нажатии левой кнопкой мыши по карте она открывается в новом окне. При перемещении курсора мыши по карте также по всем открытым картам перемещается красная точка, которая показывает, где курсор мыши находится. Также можно менять размер окна и подстраивать размер окон остальных карт. Вот. Но карты бывают особенно полезны при наличии в проекте координат профиля. Профилю можно задать его проекционные координаты, их можно задать вручную через таблицу, то есть можно вручную ввести координаты x, y, либо их можно импортировать из текстового файла. Файл с координатами профиля имеет следующую структуру. Опять же, заголовочная строка и два столбца, координаты x и y в метрах. При этом не обязательно для профиля указывать две координаты, то есть начало и конец. Можно указывать большее количество координат, то есть можно указывать координаты промежуточных точек. Причем профиль может иметь изломы, то есть он не обязательно прямолинейный. Импортировать координаты профиля из такого файла можно с помощью дерева проекта. Вот, мы можем увидеть, что появилось две координаты, их можно увидеть в таблице. И теперь, когда мы будем открывать карты, то на картах визуализируется положение профиля. При этом, если мы перемещаемся курсором мыши по профилю, также по профилю на картах перемещается красная точка, которая показывает, где находится эта точка профиля. Движемся далее. Следующий элемент – это дополнительные данные. Дополнительные данные – это некоторые профильные данные, которые могут визуализироваться в виде графиков вместе с полями. Например, в качестве дополнительных данных мы можем загрузить рельеф. При загрузке дополнительных данных необходимо указать их название и выбрать цвет. Вот можно увидеть, что вместе с графиками полей
Теперь визуализируется график рельефа, и при этом он визуализируется в отдельных осях, которые рисуются справа. Можно добавлять несколько дополнительных данных, то есть если мы еще раз нажмем «Добавить данные», то они добавятся к проекту, то есть у нас уже будет два дополнительных графика. Следующий элемент – это априорные линии. Априорные линии – это данные, которые могут визуализироваться в виде линий на разрезе. Например, это могут быть глубины границ, или скважины, или разломы, и что угодно, что можно нарисовать в виде линий. Они используются исключительно для визуализации, и импортировать их можно из текстового файла, который имеет ту же самую структуру, что и файл с границами. То есть для каждой линии создается два столбца, расстояние по профилю и глубина. При этом первая строка обязательно заголовочная. И заголовки со столбцов глубин используются в качестве названий линий. Вот, можем открыть границы в качестве априорных линий и увидим, что у нас появились черные линии, которые как раз-таки были в файле с границами. И, наконец, последний элемент в дереве проекта, через который можно загружать данные, это изображение. Изображение можно загрузить из PNG или JPEG файла, и можно использовать его в качестве подложки при рисовке моделей. При загрузке изображения можно указать точки, по которым делается привязка. Например, можно указать левый верхний угол и указать его координаты. И также можно задать координаты второй точки, условный правый нижний угол, и указать его координаты, например, 35 тысяч метров и 4000 метров. При указании точек можно с помощью колеса мыши приближаться и более точно вставлять точки. Вот нажмем ОК и видим, что у нас появилось изображение, которое привязалось к указанным координатам. И если мы автоматически сейчас выставим размеры окна, то увидим, что действительно изображение подстроилась по тем координатам, которые мы указали. Также в дереве проекта есть настройки, с помощью которых можно настраивать вычислительное устройство, количество потоков и так далее, но настройки не используются для загрузки данных. Для того, чтобы удалить данные из проекта, вы можете правой кнопкой мыши нажать по соответствующим данным и выбрать пункт «Удалить». В данном случае мы удаляем плотностной грид, и теперь на его месте подписывается, что он пустой. Кроме того, все данные можно сохранить в единый файл проекта. Для этого необходимо нажать «Файл», «Сохранить проект», указать путь к файлу и его название. Если вы хотите сохранить проект под новым названием, то необходимо нажать «Сохранить как». Если же вы хотите сохранить проект под текущим названием, то есть перезаписать файл проекта, то вы можете еще раз нажать «Файл проект», и он перезапишется. Если же вы нажмете «Сохранить как», то вы можете указать новое название файла, и он уже сохранится под новым названием, не трогая старый файл с проектом. На этом заканчивается информация по загрузке и сохранению файлов, и в следующих видео мы уже перейдем непосредственно к процессу моделирования.